Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 февраля, среда. И сегодня в Вашингтоне очень важный день. Важный для Украины, для Америки, да, пожалуй, для всего мира. Сегодня во второй половине дня, я записываю это буквально в начале первого дня, с 12:20, состоится два голосования в Сенате. И в обоих случаях речь в центре обоих вопросов будет Украина. Я бы назвал даже этот день судным днем. Судным для врагов Украины, в том числе в Соединенных Штатах Америки, и днем суда над ними. И ключ ко всему, к пониманию того, что должно произойти, лежит в последних 3 днях, начиная где-то с понедельника, где тут проходили события, на основании которых можно снимать захватывающий сериал, в результате которого сегодня, что мы ожидаем, сразу вам скажу. Первое голосование – это вот тот пакет, над которым работали представители согласительной комиссии демократов, республиканцев, независимых в течение 4 месяцев, то есть с 22 октября прошлого года, и который был объявлен несколько дней назад. Туда входит пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню, плюс граница. Вот этот законопроект будет провален сегодня в Сенате усилиями республиканцев, включая так называемых рейганистов, которых, по их собственному заявлению, где-то неделю назад было подавляющее большинство. Вот оно исчезло. Но в результате этого провала республиканская партия будет, извините за выражение, поставлена раком. Пора называть вещи своими именами. И будет проголосован второй законопроект, где будет помощь Украине, Израилю и Тайваню, но не будет границы. И ожидается, что вот этот законопроект будет принят, и республиканцы, прежде всего трамписты, будут поставлены раком второй раз. Ну, для того, чтобы вы поняли, что на самом деле происходит, вернусь немного назад. Итак, понедельник, во второй половине дня, когда лидер республиканского меньшинства в Сенате МакКоннелл заявлял, что большинство есть среди республиканцев в поддержку законопроекта по границе помощи Украине, они собрались на закрытую встречу своей фракции. Прошло 3 часа, в ходе которых Митч МакКоннелл сделал сальто-мортале. То есть 3 часа до того он говорил, что надо голосовать за этот законопроект, помощь Украине очень важна, есть большинство, а через 3 часа встреча закончилась с его коллегами, тайная, его высказыванием, что да, ситуация в стране, он имел в виду на стороне избирателей, изменились, поэтому надо голосовать против. И это вызвало взрыв. Но он начался среди аналитиков, в кулуарах журналистов, которые изнутри освещали это событие. Но настоящий взрыв начался с утра во вторник, то есть вчера. Выступил Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате. Это предки которого в свое время выехали из Украины. Большой друг украинского народа, который стеной стоит за оказание помощи, борется за этот законопроект. Он выступил с разгромной речью, где он разложил вот этих республиканцев всех вместе. Он даже не разделял МАГУ на так называемых рейганистов. Он разложил их вдребезги, пройдясь по всей истории, как получился этот законопроект. Вкратце напомню, кто подзабыл историю. Итак, в конце октября прошлого года администрация вносит законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню. 22 октября республиканская фракция заявляет, что важнейший для нее вопрос – это границы. И он должен быть не просто там выделены деньги, которые запросил Белый дом в размере 14,5 миллиардов, а должен быть решен как политический вопрос это все. То есть это должно быть частью закона настоящего, серьезного, в основе которой должны лежать законы республиканцев, которые в Палате представителей приняли в 2022 году и который никуда с тех пор не двинулся. Я вам тогда сказал, что вопрос стоит так. Это ультиматум Байдену, и если он хочет, чтобы была помощь Украине,
он должен принять ультиматум. Таких ультиматумов между двумя партиями, они не принимались последние 40 лет. Он казался немыслимыми. Но произошло невероятное. Была создана согласительная комиссия из 3 сенаторов, один из них независимый, республиканец, демократ, которые, они были настроены серьезно, в отличие от лидеров республиканской партии, которые это все воспринимали как руководство к действию по указанию Трампа. Как потом оказалось, Трамп был постоянно на связи со спикером Джонсоном. Идея заключалась в том, чтобы затянуть этот вопрос путем выдвижения одного ультиматума за другим, ну и таким образом, значит, сорвать принятие законопроекта. Но люди оказались серьезными, которые в согласительной комиссии участвовали. И оказалось, что они делают прогресс. Администрация делала одну уступку за другой. Как вчера рассказал сенатор Мерфи, который входил от демократов в эту группу, они ставили вопрос так перед республиканцами: скажите, что мы должны сделать, чтобы был принят этот законопроект. Республиканцы говорят сегодня: вот сделайте то-то. На следующий день Мерфи возвращается после совещания в Белом доме: окей, согласны. Ну мы еще хотим: окей. То есть 4 месяца ушло на то, чтобы республиканцы растянули свои ультиматумы вот на эти 4 месяца, и демократы все их приняли. Но потом, когда оказалось, это уже стало известно где-то в середине декабря, что демократы приняли все практически, что нужно было республиканцам, республиканцы начали тупо тянуть время. Блестящим примером стал Линдси Грэм. Это скользкое создание, которое приезжало в Киев, клялась в любви к Украине, представлял себя этаким защитником, который грудью должен стать на защиту ее интересов. Так он сказал, то есть они кричали 22 ноября, что вопросы границы не требуют, не может позволить, значит, затянуться, его нужно принимать немедленно, потому что каждый день по 30 тысяч нелегалов, террористов, с тоннами кокаина, фентанола и прочее лезут каждый день через границу. Промедление каждый день – это смерти подобно. А в декабре, значит, он сказал, что ну а что торопиться, надо обдумать, взвесить. Короче говоря, надо уходить на каникулы рождественские. Ушли на рождественские каникулы, потом вернулись, и опять надо подумать, надо еще подождать. Последнее его слово было в конце прошлой недели. Но у нас еще один ресесс, то есть перерыв намечается в Сенате. Намечается 12 числа, там на 2 недели. Давайте уйдем, а потом еще раз посмотрим. Короче говоря, они начали тянуть время, пока Шумер, лидер, то есть, простите, МакКоннелл уже, это лидер республиканского меньшинства, который действительно до сих пор Он как профессионал держит строй. Значит, он сказал, хватит играть в эти игры, имея в виду своих однопротивцев, ставим вопрос на голосование. И вот на этой неделе это должно было состояться. Вот, значит, с этим подошли. Короче говоря, Шумер все это рассказал. Потом последовала целая череда пресс-конференций представителей демократов, в частности, Мерфи, других сенаторов, республиканцев. И сенаторы, то есть, простите, демократов, а республиканцы, они стояли как оплеванные. Им нечего было сказать. Они не могли объяснить внятно, почему они морочили голову 4 месяца, почему 22-го они кричали, что без закона о границах невозможно жить, никакая помощь Израилю и Украине не имеет смысла и не будет принята. А теперь оказалось, они тупо, они не объясняют почему, они тупо объясняют. Вопрос не современный, вопрос не актуальный. Стало известно, почему он стал неактуальным, потому что в ночь с воскресенья на понедельник, даже не в ночь, а начиная вот где-то с полдня воскресенья и до утра в понедельник, Трамп лично обзванивал сенаторов, республиканцев, затем, значит, представителей МАГА в Палате представителей и ставил вопросы ребром. Никакой помощи, то есть никакого законопроекта этого быть не должно, потому что оказалось, что он хочет использовать закон о границе в качестве основного закона вернее, предмета разговора своей предвыборной кампании. То есть для того, чтобы создать возможность Трампу о чем-то говорить для своего избрания,
решается, то есть жертвуется вопрос о национальной безопасности по всему миру фактически. Это Тайвань, Ближний Восток, Украина и, следовательно, Европа, черт с ней, с границей, для того, чтобы Трамп мог поговорить. То есть оказалось, что республиканская партия, которая вот заняла такую позицию уже в понедельник и проявилось это во вторник, она оказалась полностью под пятой Трампа. То есть я вам раньше говорил, где-то 2 недели назад, что республиканская партия Рейгана прекратила свое существование. Сейчас американская печать пишет: пакет помощи, это вчера было, пакет помощи Украине провален. Нет больше партии Рейгана. Точка. То есть произошли демографические изменения в электорате этой партии, ну и, как следствие, произошло изменение среди настроений представителей этой партии. Это уже не партия Рейгана, не партия стратегов, геополитиков. Это партия, которая полностью на вчерашний день еще, на первую половину вчерашнего дня, рухнула и лежала как тряпка под ногами оранжевого Дони. Почему она так рухнула? Да потому что они посмотрели данные, результаты праймерис республиканской партии, где стало понятно, что Трамп имеет все шансы стать кандидатом от республиканцев, выйти в финал с Байденом, ну а там есть надежды. То есть Трамп поставил вопрос ребром. Значит, кто не со мной по вопросу вот этого? То есть Украина оказалась в центре вопроса или жертвой вопроса, который Трамп решил сделать основным в своей предвыборной кампании. И все остальные все геополитики, так называемые республиканцами, просто пали ниц перед его желанием. Ну так вот, значит, ошибка, с моей точки зрения, какая-то непростительная, идиотская ошибка, ну, знаете, интеллектуальный уровень всей партии в связи с тем, что с ней происходит, рухнул, и поэтому вот то, что они делают в Сенате и в Палате представителей, все это наносит удар им же. То есть партия оказалась в совершенно дурацкой ситуации перед всей Америкой. Им нечего было возражать на те обвинения, которые им выдвигались. И вот, к примеру, я вам скажу, какая возникла ситуация. Понятно, что упорные правые республиканцы провалили сенатское соглашение по иммиграции из преданности Трампу. Это идеальная возможность для Байдена перейти в атаку. Это пишет американская печать. Что имеется в виду? Первое. Нужно теперь сделать вопрос о границах главным вопросом предвыборной кампании Байдена и долбить этих идиотов во главе с оранжевым Дони за то, что они сделали, потому что они даже оправдать не могут то, что они сделали. Они мычали вчера, нечленораздельно в ответ на обвинения. Что для этого нужно сделать? А нужно просто говорить просто, чтобы было понятно даже идиоту. Вчера в 11 часов вечера смотрел телевидение американское, там выступала эксперт, которая написала книгу, очень толстую книгу, видимо, очень толковый эксперт, которая рассказывала ошибки демократов в их предвыборных кампаниях и как надо правильно проводить кампанию, когда ты сражаешься, работаешь с электоратом новой республиканской партии американской ваты. Она говорила: вы должны понять, вот вы пытаетесь интеллектуально спорить по существу вопроса, это не доходит. Вы имеете дело с аудиторией, в основном она имела в виду ядерную аудиторию Трампа и республиканцев. Вы имеете дело с аудиторией, многие из которых даже не знают, кто такой спикер Палаты представителей. А это третий человек в государстве, между прочим, который, если что-то случается с президентом, потом вице-президентом, он становится главой государства. Так вот, многие представители республиканской партии не знают, кто это такой. Многие из них даже не подозревают, что Трамп был подвергнут импичменту, причем дважды. Они считают, что если Сенат не утвердил, то импичмента не было. Это неправильно, это безграмотно, потому что импичмент объявляет Палата представителей. Объявили все, он импичд, все. А Сенат, то, что он делает, называется conviction, то есть он приговаривает на основании
решение Палаты представителей. Он не приговорил человека к освобождению места с кресла, но это не значит, что он не был импичен, ну и прочее. То есть его выводы и рекомендации сводились к тому: говорите с ними как с детьми, простыми фразами, понятными, однозначными, чтобы было понятно даже идиоту. Ну, например, вот вы не приняли закон, который сейчас пакет помощи Украине, включая границу. Значит, в следующий год, в течение следующего года, каждый день, как вы сами говорили, будет идти через границу тонны этих наркотиков, фентанила, и за это теперь отвечает Дональд Трамп и республиканская партия. Точка. Все, дальше закончилось и так далее. Короче говоря, значит, предвыборная кампания, это принято. Байден уже вчера в своем кратком заявлении это продемонстрировал. Теперь вопрос о границах становится главным вопросом, он уже в копилке демократов. Второй вопрос. Нужно найти, как говорят, все цитаты, которые вот эти сенаторы, республиканцы, конгрессмены, конгрессвумены из МАГИ, которые они произносили еще 2-3 недели, месяц назад по поводу важности вопроса о границе, где они рыдали, рвали на себя волоса и говорили, что без этого, если демократы не примут их ультиматум по границе, жизнь в Америке закончилась. И теперь они говорят, что это все нафиг не надо. Вот это все взять, записать и круглосуточно показывать по телевидению. Ну и, конечно, призыв к Байдену. Байден должен поднять это на самый высокий уровень. Самый высокий уровень – это обращение о положении дел в стране, которое состоится 7 марта. Это та передача, которую смотрит наибольшее количество американцев по традиции. И вот он должен посвятить значительную часть этой передачи изобличению Трампа, его сподвижникам в том, что они творят. Это не значит, конечно, что в результате всей этой кампании маговцы вдруг переметнутся на сторону демократов Байдена. Это никогда не произойдет. Но борьба сейчас идет о независимых, о колеблющихся, кто не принял еще, людей с высшим образованием, у которых есть логика, которые, в отличие от маговцев, могут думать. И если часть из них может проголосовать, как, кстати, говорили в ходе экзит-полов в штате Айова, Нью-Хэмпшир, некоторые республиканцы, голосовавшие за Хелли. Часть из них может проголосовать, может небольшая, но тем не менее. Но независимо ожидается, это те, которые сделают результат этих выборов, как они сделали результат выборов 2020 года. Но если часть из них останется хотя бы дома, и это уже будет хорошо. Вот что, собственно говоря, произошло. Теперь это первое важнейшее событие, которое вчера произошло. Ну и дополнительный удар появился оттуда, откуда его, собственно говоря, не ожидали. Вернее, его ожидали где-то неделю назад. Очень ожидали вердикта Федерального апелляционного суда округа Колумбию по вопросу о том, имеет ли Трамп иммунитет от тех преступлениях, которые ему вменяют сейчас в 4 уголовных делах. И самое главное это в том, что он хотел фальсифицировать результаты выборов 2020 года. И для этого мало того, что фальсифицировали, то есть предприняли под его руководством конкретные реальные действия, но еще и мятеж 6 января подняли. Его ожидали ожидали на прошлой неделе. Этого решения не было принято. Люди заволновались, решили, неужели и судьи дрогнули под шантажом, напором там, и так далее. И вот вчера панел из 3 судей, которые заслушивали в конце февраля представителей Трампа по этому вопросу, повозили их там фейсом об тейбл. Вчера они на 57 страницах написали свой вердикт, и он был разгромный для Трампа. Важно следующее. Во-первых, решение было принято единогласно, так сказать, во все, как они пишут, горло, громко. Написано очень таким
однозначным языком, не оставляющих никаких двусмысленного поля для двусмысленности и сомнений. То есть каждое слово было буквально вырублено. Таким образом, в граните. Таким образом, как говорят, что там Верховному суду даже делать по большому счету нечего, потому что сомнений никаких нет. После оглашения, значит, этого решения аналитики, журналисты, которые следят за ходом предвыборной кампании, так сказать, инсайд изнутри, сказали, что Трамп впал в безумие после проигрыша в суде по делу о президентском иммунитете, находится в полном расстройстве после этого жесткого решения суда. Суд, вот я вот сейчас пройдусь, потому что постановил суд, как он описал ситуацию, потому что это важно также для Украины сейчас. Потому что чувствую я, что пройдет не так много времени, когда некоторые представители нынешней влады предстанут перед судом, как это грозит сейчас Трампу, за все, что они натворили за последние там где-то 2 года. И начнут ссылаться, кто на иммунитет, кто еще на что-то такое. Так вот, тут все расписано, что такое иммунитет или отсутствие оного в стране демократической, в основе которой лежат демократическая система сдержек и противовесов. Трампу сказали, что если бы, то есть у него позиция какая была, его адвокатов, президент он выше законов находится, любых, потому что если не будет у него такого иммунитета, тогда ему надо думать перед каждым решением или действием, что делать, потому что вот он может перейти красную черту, а потом закончится его срок, и он пойдет под суд, а потом и в тюрьму. И таким образом нельзя эффективно исполнять свои президентские функции. То есть из этого следовало, что с его точки зрения эффективное исполнение президентских функций предполагает неизбежное нарушение закона, в том числе уголовного права. Ему сказали, что это не так. Это его глубокое заблуждение. Нет человека в Америке, кто выше закона. И он, бывший президент или не бывший президент, является прежде всего гражданином. Затем ему объяснили, что если бы у президента был вот такой зонтичный глобальный иммунитет, то это разрушило бы всю систему устройства государственного. Почему? Потому что каждая ветвь власти, она в чем-то независима. Допустим, законодательная власть принимает законы, которые обязаны к исполнению всеми. И если дать представителю, это законодательная власть, и если президенту, как главе исполнительной власти, дать возможность игнорировать эти законы, то получается, что президент, то есть исполнительная власть, она выше законодательной. Ей наплевать на законодательную, система не работает. Дальше. Законодательная власть приняла закон. Во исполнение этого закона исполнительная власть, некое агентство, должны этот закон претворять в жизнь, а если он нарушается, должны вести следствие. Если президент не дает возможность вести это следствие, то он воспрепятствует работе исполнительных же органов власти. Суд должен преследовать тех, кто нарушил закон. И если президент сможет игнорировать решение этого суда, то он таким образом лишает его возможности полнокровно выполнять свои функции. Таким образом, значит, ему сказали, что извини, старичок, но это элементарно, сэр, так сказать. Тут даже вот обращается внимание, что судьи отметили, что этот вопрос несложный с юридической точки зрения. Он очень и очень прост. И ответы на него лежат в основе американского государственного устройства. Что еще важно в этом решении? Теперь, то есть, прямой путь в суд. Вся стратегия Трампа до сих пор была нацелена на то, чтобы как можно дольше отложить этот суд. Желательно, чтобы он вообще не свершился до окончания предвыборной кампании, до выборов. А потом он собирался все это дело поставить крест. Ну, то есть закрыть федеральные уголовные дела через вновь назначенного генерального прокурора. Вот, собственно говоря, и все. Так вот, суд лишил в значительной степени, ограничил до минимума его возможности в этом плане. У него есть теперь до 13 февраля, то есть вот 12 заканчивается тот срок, которому ему
апелляционный вот этот панел выделил на возможность обжалования. Причем он может обжаловать таким образом. Он может обжаловать это в этот же апелляционный суд, но в полном составе, не в составе 3. Кстати, из этих 3 один был судья, который еще, вот говорят, был назначен во времена Рейгана. Но есть еще в полный состав. То есть он может теперь апеллировать в суд полного состава. Но его предупредили, что если он делает таким образом, то их решение, которое они приняли вчера, дает возможность судье, которая все сидела и ждала, когда можно будет начать этот процесс. Она готова начать этот процесс в начале марта. Так вот, если он апеллирует в апелляционный суд в полном составе, то дело тут же, вот сегодня он апеллировал, тут же сигнал поступает в суд, и судья начинает процесс над ним. А там пусть разбирается, хоть год тянет. Есть у него другая, более реальная возможность с его точки зрения. Это апеллировать сразу в Верховный суд. Но тут 2 проблемы для него. Первое – это настолько юридически отточенное решение апелляционного суда, что многие серьезные эксперты считают, что Верховный суд даже не станет его рассматривать. Ну, потому что настолько это все уже отвечено, все, и что-нибудь там опровергнуть практически невозможно. Но даже если Верховный суд и возьмет это все для того, чтобы формально рассмотреть там, и подтвердить, допустим, правильность решения апелляционного суда, то все равно он не будет затягивать с этим делом. То есть вот решение апелляционного суда показало, что судебная власть не намерена подыгрывать Трампу и затягивать это его уголовные дела. Так вот, считается, что в результате всего этого, что в суде дело начнет рассматриваться, где-то так вот в конце мая-июня. Вполне достаточно для того, чтобы вынести вердикт до президентских выборов. А это все, это господа, крышка. Причем, решение апелляционного суда, оно еще важно с одной очень примечательной точки зрения. Трамп в ходе предвыборной кампании все грозится, что он установит чуть ли не авторитарную форму правления, которую яро поддерживают почему-то вот эти все маговцы. Им диктатуры захотелось попробовать. Так вот, он грозится, что будет он сильный, все сконцентрирует в своих руках. Там для него собрали уже, некоторые говорят, 3000 таких квалифицированных, отмороженных сторонников диктатуры или авторитаризма, которые уже распределили должности, где они будут сидеть и все это делать. Там. А еще есть 50, это у него резерв кадровый, то, чего у него не было во время предыдущего президентского срока. И там он собирался мстить врагам, править как король, государство – это я, невзирая ни на какие законы. Так вот, суд ему сказал, что ему трудно будет придерживаться авторитарных взглядов, если его изберут на 2-й срок. Потому что он не сможет беспрепятственно реализовать те авторитарные планы, которые у него есть. Потому что они будут ограничены законами. Если он нарушит опять закон, опять суд, импичмент и гуляй. Гуляй – это 3-й импичмент. Судьи неоднократно указывали в своем решении на практические соображения, связанные с представлением президента столь широкого иммунитета. То есть не должно его быть для того, чтобы он не имел соблазна нарушать законы. Судьи отметили, что если у него будет такой карт-бланш, то есть такой зонтичный иммунитет, которого он просил, это может привести к нарушению прав граждан и разрушит нашу систему разделения властей. И также указали, что если он получил бы такой карт-бланш, то он смог бы его использовать, такой иммунитет, для того, чтобы удержаться у власти, нарушая закон. То есть многие опасаются сейчас, скажем, не многие, но некоторые аналитики опасаются, что если он придет к власти, то это все уже до гробовой доски. Так вот, суд сказал, что этого не будет, уже предупредил. Это очень хороший, очень замечательный сигнал. По этому поводу, допустим, один из видных юристов, профессор школы права Техасского университета Стив Ладек сказал, что мнение, которое изложило решение апелляционного суда, это сильнейший аргумент против вмешательства Верховного суда. Насколько это вообще возможно. То есть
Многие, как я вам сказал, считают, что Верховный суд может просто сказать, уже вопрос решен, мы не будем этого касаться, ну и тогда уже судебный процесс над оранжевым Дони может начаться уже где-то в марте месяце. Таким образом, решение апелляционного суда свидетельствует о следующем. Нету карт-бланша у Трампа и не будет. Нету зонтичного иммунитета. Он теперь, как его сейчас специально называют, не президент Трамп, бывший. Кстати, тут принято, президент бывший, его называют президент. Или бывший сенатор, его продолжают называть сенатором, даже если они уже ушли из политики. Так вот, сейчас его многие демонстративно называют гражданин Трамп. И это правильно. Значит, нет у него иммунитета не только зонтичного, но у него никакого иммунитета нету ни во время исполнения своих обязанностей, ни вне исполнения этих обязанностей, ни в то время, когда он занимал должность, ни после того, как он занимал эту должность. Потому что этот иммунитет, если бы он был, он бы разрушал саму основу государственного устройства страны. Следующее. Суд над Трампом, скорее всего, будет до выборов. И это гвоздь в крышку гроба. Ну и, наконец, даже если теоретически, если его бы выбрали, то, опять-таки, будучи президентом, он не смог бы выполнить свою программу в полной мере, вот, превратив замыслы установления авторитарного правления в жизнь и мстить своим врагам, там, концентрировать власть, полномочия, плевать на всех остальных. Это не получится. Ну и вот это прозвучало, решение суда, комментарий прозвучало тут как гром среди ясного неба. Его ожидали, но то, что оно будет таким громким, однозначным, авторитетным и безупречным с юридической точки зрения, похоже, не ждал никто. И это произошло буквально сразу после того, как Чак Шумер и ряд других сенаторов, демократов подвергли уничтожающей критике изменения позиции сенаторов-республиканцев по пакету помощи, куда входила помощь Украине. И вот возникла ситуация, понимаете, парадоксальная. То есть республиканцы задумали эту историю о включении вопроса о границах в пакет помощи Украине для того, чтобы сделать невозможным принятие помощи, в том числе Украине. Да? 4 месяца они водили с этим делом козу. Потом крутились как ужи на сковородке для того, чтобы объяснить, когда их уже приперли. Вот, все, что вы просили, возьмите. Они мычат в ответ, не могут объяснить, а почему это им не надо. А потому что есть только одно объяснение. Это оранжевый Дони им сказал. И они, как жалкие шавки, эти государственные мужи, которых избирают для принятия государственных решений, они, как жалкие шавки, подмахивают хвостом своему хозяину за косточку. Вот так это было до решения этого апелляционного суда. И потом, как он грянул, тут же такой шквал огня посыпался на головы этим сенаторам, республиканцам, причем самым заядлым, которые, самые центровые там трамписты, что они не знали, куда просто деваться. То есть практически немедленно после решения суда группа лидеров МАГА в Палате представителей ринулась принимать немедленно законопроект или заявление, это заявление о выражении мнения Палаты представителей, но не всей Палаты представителей, это прежде всего маговцев в Палате представителей, трампистов. Резолюция о том, что Трамп не участвовал в восстании, вот то, которое сейчас собирается, значит, зеленый свет, на который, на рассмотреть это дело в суде, только что дал апелляционный суд. Но тут вопрос, а кто вы такие вообще? Вопрос о том, участвовал или не участвовал, это вопрос уголовного дела. Это суд должен решить, кто вы такие, чтобы туда лезть. Вам, болванам, апелляционный суд только что сказал, что у вас в стране есть разделение властей. Вы, как законодатели, должны принимать законы. О том, нарушены законы или нет, это не ваше, извините, маговское дело. Но для того, чтобы прикрыть себя, они приняли эту резолюцию. И понятно почему, с практической точки зрения. Потому что если Трампа посадят, то они будут следующие. Вот не зря я им говорил, когда перечислили рекомендации
демократам, как вести предвыборную кампанию, один из пунктов: запишите, найдите все эти видео, где они с высказываниями всех этих деятелей, в том числе, когда они поддерживали Трампа и участвовали в этом, они фактически все участвовали, так или иначе, в пропагандистском плане или иначе, в политическом прикрытии, в этом восстании. То есть подгорело, дым пошел, побежали. Это был единственный их успех, если это можно назвать без смеха успехом. Вот эта никчемная бумажка, которую они проголосовали. Потому что после этого они поставили вопрос на голосование о помощи Израилю. Он был провален. И после этого они поставили на голосование второй вопрос о импичменте министра внутренней безопасности Майоркаса, который они грозились выгнать с должности за границу, за вопросы границы, за которые они не хотят голосовать и выделять деньги на укрепление этих границ. Поставили на голосование, провалили. Причем многие разводят руками. Спикер Джонсон, оказывается, он не умеет подсчитывать голоса, которые может набрать его фракция по конкретному законопроекту. Ну, потому что это просто непрофессионально ставить на голосование законопроект, тем более 2 в один день, не будучи уверены, что у тебя есть достаточное количество голосов. Председатель Республиканского национального комитета, это высший орган республиканской партии в стране, Рона Макдэниел ушла в отставку после этого и находится на пути оттуда. Дальше все сторонники республиканской партии, прежде всего в Сенате, которые до этого, провалили законопроект о Украине, оказалось под обстрелом. Ну и что еще интересно, подсчитали, что к настоящему моменту у Трампа набралось счетов за юридические услуги, которые он должен оплатить своим адвокатам, на сумму близкой к 400 миллионов долларов. Вы вдумайтесь в эту цифру. И шоу продолжается, то есть перевалить через миллиард. А тут недавно оказалось, что у него есть трудности с выплатой 83,5 миллионов долларов. Это вот той женщине, которую он якобы изнасиловал в каком-то магазине в свое время. Ну, то есть это все банкротство. А тут еще ожидается, что вот-вот в штате Нью-Йорк будет вынесено решение по еще одному гражданскому делу, где прокурор потребовал оштрафовать организацию Трампа на 370 миллионов и запретить ему вести бизнес в штате Нью-Йорк, а там весь его бизнес именно там. Ну, то есть раздевает Дони буквально до нитки. Он опять превращается в банкрота. И первый раз, когда такая ситуация сложилась, это было в 90-е годы, в конце 90-х, и особенно, она обострилась с тех пор, когда Путин стал президентом. Это были деньги, прежде всего, грязные деньги. И деньги российского правительства, которые, по признанию его собственного сына, стали играть непропорционально большую роль в работе, в бизнесе Trump Organization. Ну, фактически эти деньги из Раши, они спасли весь бизнес Дональда Трампа. Вот такая вот ситуация. И в этой связи особая пикантность приобретает нынешний визит малыша Карлсона в Москву. Я сделал небольшой комментарий в предыдущем видео, но, видимо, нужно немножко расширить, чтобы вы лучше поняли всю значимость этого события. Это не просто какой-то там журналюшка прибежал туда для того, чтобы взять интервью, потому что, были интервью маститого, правда, выжившего из ума, когда-то великого, я считаю, великого режиссера Оливера Стоуна, которому теперь перестали давать деньги в Голливуде, потому что, давно перестали деньги давать, потому что что-то случилось с головой. И вот он, его обидели в Америке, и как многие обиженные бывшие звезды делают со всех стран мира, он поехал в Москву, сделал несколько совершенно безобразных интервью с Путиным. Все под копирку. То есть во всем виновата Америка. То, что Раша там делает, или Советский Союз, он даже не спрашивает. Он даже не рассказывает об этом. То есть то, что отвечала Америка в ответ на нехорошие действия Москвы, вот он об этом рассказывает. Но почему он это делает, он не говорит. Вот такая позиция. И вот теперь малыш Карлсон. Здесь напоминает о его деятельности по отбеливанию
одиозных личностей. Начали писать американские издания еще в 1923 году. И начал он вот эту работу с тех пор, когда его выгнали из канала Fox, а выгнали за то, что он принимал активное участие в распространении лжи, трамповской лжи, о том, что выборы у него украли, о том, что это была ложь. Было установлено не менее 60 судами Соединенных Штатов. Ни один суд не подтвердил позицию Трампа о том, что украли у него выборы. Даже Верховный суд опроверг его утверждение. Fox главным образом через Карлсона трубил о том, что украли победу. По этому поводу против Фокса был выставлен гражданский иск, по которому Фокс проиграл примерно $800 миллионов, благодаря, прежде всего, Карлсону. Его выгнали с работы, и он начал шастать там по миру, подрабатывать. Надо сказать, что он человек не бедный. Вот говорят, что он унаследовал от своих родителей где-то порядка $180 миллионов. А когда он работал на Fox, он получал более $40 миллионов в год. То есть состоятельный человек. У него собственный даже интернет-ресурс есть, который он завел, когда еще работал в Фоксе. Его сравнивают, вот есть такой фильм, называется «Axis Sally». Салли – это имя, Axis – это страны оси во время Второй мировой войны. Это Германия, Италия, Япония. И вот эта Салли, американка, в годы Второй мировой войны работала в ведомстве Геббельса из Берлина, транслируя передачи для американских военнослужащих. Ну, что она тут рассказывала? Вот я вам сейчас зачитаю. Кстати, в Японии было несколько таких ведущих, которых называли «Токийская роза». И они пытались достучаться до сердец и умов американских солдат. Ну, например, вот что говорила Салли из этой оси или из Берлина в одной из передач 1944 года, обращаясь к американским солдатам. «Вы бедные, глупые, тупые овечки. Вы уже на пути к тому, чтобы быть зарезанными». Это вот как раз то, что сейчас пытается... Кстати, на нашем же канале пытается личинки из выгребной ямы кремлевских троллей, трольчатника донести до украинцев. Та же самая мысль, ничего не меняется. Ну так вот, значит, эту Салли судили после окончания Второй мировой войны. Ну, судя по фильму, я историю ее в документальном варианте не знаю, но судя по фильму, какой-то ушлый американский адвокат, ну, демократия, права человека, отбил ее, То есть, а ей грозило не больше, не меньше повешения. Так вот, Салли, Карлсона сейчас так и называют Axis Sally, то есть Салли из страны оси. А сейчас, я вам говорил в прошлом видео, это ось, в создании которой он принимает. Это ось Трамп, Орбан, Путин. На Орбана он начал работать еще в 23 году, в прошлом году. И здесь описывается, как он все это делает. Ну, так же вот, как Оливер Стоун. Ну, например, вот приводится пример. Он выступал в 23 году на мероприятии в Будапеште, который был организован венгерским правительством и финансировался, где он, Карлсон, назвал посла США в Венгрии мерзавцем и сказал, что ему стыдно, что он делит страну рождения с таким негодяем. Он извинился за американскую внешнюю политику в Венгрии. Ну, все мы знаем, кто такой Орбан, вся Европа знает, поэтому вот оценить позицию Карлсона, ну, этого достаточно, чтобы вот понять, кто он такой на самом деле. Дальше пишет издание «Атлантик». Карлсон не упомянул ни об отказе Венгрии ратифицировать членство Швеции в НАТО, ни о неоднократном вето Венгрии на европейские санкции против России. Вместо этого он осудил Соединенные Штаты за навязывание в Венгрии сексуальной политики, упоминал трансгендеров и утверждал, что администрация Байдена ненавидит Венгрию не за то, что она сделала что-то плохое, а за то, что она вообще есть. Это христианская страна, говорил Карлсон, и за это они, люди из Белого дома Байдена, ее ненавидят. Вот такая вот ситуация. Карлсон неоднократно часто используется по линии российской пропаганды, продвигая фальшивые истории о биолабораториях американских,
на территории Украины, ну и повторяя российские оправдания войны. И вот сейчас, вы знаете, с помпой его принимают, с крыши разрешают вещать. Кстати, очень важный вопрос с точки зрения безопасности. У них же там паранойя, крыша, открытый вид на Кремль. Вдруг там дрон террорист какой-нибудь, злоумышленник запустит. То есть это с точки зрения ФСБ это уникальный случай проявления полного безраздельного доверия к Карлсону. Я не думаю, что это главная задача, значит, для Карлсона заработать денег. Ну, хотя в какой-то степени да, он заработает. И не миллионы, я вам скажу. Тут речь идет гораздо больших. Задача первая. То же самое, что он сделал с Орбаном. Путин сейчас это международный, это человек, на которого, вернее, человек, я не знаю, как его назвать человеком, создание, которое скрывается от правосудия, на которого выдан ордер международный на арест. Это негодяй, который уничтожил сотни тысяч людей в своей стране и в Украине. Он пролил море крови. Он совершил военное преступление. Сейчас рассматривается вопрос преступления против человечества. То есть он изгой, понятно. Вот задача Такера – вернуть его в сферу нормальности. Он уже рассказал, что он будет делать, о чем. Он расскажет о его позиции по этому вопросу. Мы знаем эту позицию. Причем он не будет задавать ему никаких неудобных вопросов. Тот будет нести ахинею о том, что НАТО хотело захватить эту самую Рашу, о том, что натовские ракеты должны были быть размещены на подлете к Москве. Вот он будет нести эту ахинею. Карлсон будет все это рассказывать. А реднеки, которые не знают даже, кто такой спикер Палаты представителей, будут слушать, попивая пиво, и говорить, ну это ж надо, от нас такое скрывали, нормальный чувак. Ему будут рассказывать, что это человек с традиционными консервативными ценностями. Это пуйло. Человек с консервативными ценностями. Есть ли у него вообще у этого создания ценности? Вот в чем вопрос. Если ценностью можно назвать уничтожение, массовое уничтожение людей. А он будет рассказывать, что это человек и с консервативными ценностями. Зачем нужно его возвращать в сферу нормальности? А это нужно Дони, оранжевому Дони, который запустил Карлсона еще до того, как было принято решение апелляционного суда, которое очень подорвало его перспективы теперь на избрание президентом. Но он видел себя уже президентом на второй срок. И надо ж как-то так отбивать, рассчитывать на помощь Путина, в том числе по бабкам. Надо же возвращать деньги, адвокатам в том числе. Вот. Поэтому план, судя по всему, был такой. Трамп становится президентом, Такер отмывает мурло Путина, они встречаются, потому что, ну, как-то так нехорошо президенту США встречаться черти с кем. А так Карлсон отмоет этого самого Пу. Трампа встречается, тоже поймет, что это христианский человек за христианские ценности. Вот, то есть он станет рукопожатным. Вот в чем задача Карлсона сейчас. Ну, в Америке его вряд ли кто услышит так по большому счету. Но при помощи Дони и опираясь на аудиторию, есть такой шанс. Ну и зачем это все нужно? Ладно, там немножко отмыли кабеля грязного шелудивого пса. Санкции снимать надо. То есть надо убедить еще, второй шаг будет отбеливать этого шелудивого пса перед европейцами и снимать санкции. Вот в чем главное, вот прямо лежит на поверхности задача миссии малыша Карлсона. Но самое главное, вот я вам говорил, сейчас разжую, ключевую роль в российском вмешательстве в 2016 году на стороне Трампа во время президентской кампании сыграл Ассанж. Ему ГРУ, которая взломала серверы республиканской партии и там накачала какое-то количество компроматов, якобы, значит, на Хиллари, они ему слили эти материалы, а потом по договоренности он выпускал определенными порциями в определенное время это так называемый компромат. И в это время, значит, агентура Раши в Соединенных Штатах это все раздувала. То есть была координация, был сговор. Через кого он шел?
под прикрытием сотрудников Russia Today, которые посещали Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Вот она была координация с этой стороны, с рашинской. А с американской стороны его несколько раз посетил один из ближайших соратников предвыборной кампании Трампа. Вот она. То есть все шло через, казалось бы, какая-то такая, ну, не такая уже великая фигура Ассанж. А вот он и был в центре этого сговора. То есть я очень подозреваю, зная модус операнди рашинских спецслужб, как это все делается, что вот нечто подобное сейчас эту функцию и выполняет Карлсон. То есть то ли он уже привез какое-то послание от Трампа, то ли он увезет от Путина какое-то послание, но будет установлен то, что называется back channel, то есть скрытый канал связи, через который и будет идти координация. И журналистские дела, это же, то есть самое идеальное прикрытие для любой шпионской операции – это открытость. А журналистская крыша, она идеальна. Я это прекрасно знаю, потому что работал под этой же крышей. Вот что я, собственно говоря, господа, хотел сказать. Не знаю, пока я его записывал, было ли уже голосование или нет, но сегодня судный день. И все перевернулось буквально в течение где-то 24 часов, предыдущих 24 часов, когда республиканцы нанесли удар в спину Украине, провалив законопроект, на котором они настаивали в течение 4 месяцев. Из партии Рейгана они превратились в свору шелудивых шавок, которые, значит, крутятся и лижут пятки своему хозяину в лице Трампа. На этом они были пойманы за руку и поставлены в неудобную позу. После этого грянул решение апелляционного суда Соединенных Штатов Америки, и оказалось, что шансы у Трампа совсем неоднозначны, мягко говоря, совсем неоднозначны. И теперь сегодня мы посмотрим, как они будут голосовать. То есть вчера и сегодня МакКоннелл сказал, что, учитывая, прежде всего, я считаю, решение апелляционного суда, МакКоннелл сказал, ну окей, забудем про границы, ну не прокатило, ну что ж поделаешь. Ну давайте ставить на голосование вопрос о помощи. Это стратегический вопрос о проблемах национальной безопасности США по всему миру. Вот посмотрим, как они проголосуют на этот раз. Есть еще, вчера отвечая на вопрос, а что дальше? А если у вас план Б? Есть план Б, сказал МакКоннелл, Шумер, имел в виду вот сегодняшнее голосование. А если нет, то еще есть, он загадочно сказал, следите за новостями. То есть, как говорил в свое время один мой знакомый по фамилии Рабинович, когда у него спрашивали, есть ли у вас планы, он говорил, их много есть у меня. Я думаю, Чак Шумер имел в виду именно это. Итак, дорогие друзья, как обычно, слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.